Друзья, привет! Сегодня я решил снять еще один видеогайд по моду Forestry Magic Bees. В комментариях к предыдущему видео вы просили подробнее рассказать про качалку узлов, про то, как делать топовые узлы. Кроме того, в этом видео впервые я попробую добавить съемку с веб-камеры. Надеюсь, что вам так будет интереснее смотреть мои гайды. Итак, допустим, вы находите где-то в мире узел или сажаете серебряные деревья и с шансом 50% такие вот узлы собираете. Да? Сажаете их в банку и, соответственно, как вам дальше их прокачивать. В стандартном Tauncraft вы можете качать узлы при условии, что он голодный. Да? То есть вы как бы кидаете в него предметы и прокачиваете. Мод Magic Bees позволяет накачивать узлы с помощью пчел. Для этого пчелы должны обладать определенными эффектами. На самом деле, для того, чтобы создать вот такой, например, топовый узел, да, который наполнен всеми аспектами полностью на 256, вам достаточно всего лишь одного гена. Называется он Empowering. Кроме того, есть еще эффекты, которые делают узлы чистыми, делают узлы яркими, но это я, наверное, подробнее расскажу вам в креативе. Итак, значит, в моде Magic Bees у нас добавляется 6 эффектов, которые могут взаимодействовать с узлом и каким-то образом узлы менять. Так, самый главный эффект, самый нужный, самый полезный, в принципе, одного которого достаточно, это эффект Empowering, и находится по умолчанию он, соответственно, у одноименной пчелы. Если вы забыли, как выводить новые виды пчел, смотрите мои предыдущие видео. Там я подробно объяснял, как это делать, скидывал ссылки, где можно подробно посмотреть, какие виды пчел из каких получаются. Итак, значит, если у вас есть такой эффект, вы можете любой пчеле его, естественно, передать и создать свою качалку для накачивания аспектов. Даже если там у вас каких-то только один какой-нибудь базовый, например, есть, да, типа вот такого. С помощью Empowering пчелы туда будут добавляться еще новые виды аспектов. И кроме того, аспекты будут усиливаться. То есть, если сейчас здесь 61, то через какое-то время, соответственно, он накачается до там, 128, 256. И все зависит от того, какие у вас ограничения стоят на сервере. То есть, все аспекты наполняются, соответственно, максимально до 250 единиц. Кроме того, что интересно, вот этот эффект, он воздействует как на такие вот узлы, которые свободно в мире стоят, так и на узлы, которые находятся в банке, что очень удобно. То есть вы можете собрать узел в банку, поставить его на свою качалку, он накачается, забрать его в банке и уже куда-то, например, игрокам продать. Меня немного еще удивляет, что вот этот эффект воздействует на большом расстоянии. И то есть будьте готовы, если вы сделаете себе, например, такую качалку узлов, к тому, что, например, если где-то у вас стоит серебряное дерево с узлом, то оно может накачаться тоже. Это довольно такой необычный эффект, который очень дальнодействующий. Стандартно я свою качалку делал таким образом, то есть брал примерно такой площадку 3 на 6. Тут, естественно, можно и больше, можно и меньше, просто на ваше усмотрение. И окружал, соответственно, большими ульями. Если вы поставите один узел, он накачается достаточно быстро, если у вас много ульев, которые этот эффект передают. Если вы поставите много узлов, накачиваться они будут медленнее. То есть все зависит от количества. То есть он взаимодействует не сразу со всеми, а как-то постепенно по одному. То есть если вы хотите быстро накачать узел, ставьте один. Если вам безразлично, вы где-то бегаете, занимаетесь своими делами, можете сразу кучу поставить, пускай они качаются. То есть в принципе вот одного такого эффекта вам достаточно для того, чтобы создать топовый узел. Но если вы хотите еще немного его изменить, вам потребуются другие виды. Например, Nexus. Nexus, пчела, имеет по умолчанию эффект Magnification. Этот эффект, естественно, вы также можете другим пчелам передать. Этот эффект, значит, делает узлы яркими, что тоже имеет определенные плюсы. Дальше есть Ravaging пчела, у которой по умолчанию эффект Ravaging. Этот эффект делает узлы голодными. То есть, если вы хотите делать голодки, вы можете с помощью этой пчелы их делать голодными. Так, дальше, значит, чистые, трутень, чистые, имеет эффект Purifying. Ну и тут просто по аналогии с названием он очищает узлы, делает их чистыми.
Так, следующая пчела, значит, это Rejuvenating Truting, и эффект по умолчанию она имеет Recharging. Эта пчела также, соответственно, по моим экспериментам делает узлы голодными. Так, и остался льняной трутень. По умолчанию у него стоит эффект Тейting. Тейting тоже по моим, соответственно, экспериментам делает узлы голодными. Вот. И кроме того, делает биом вокруг зараженным. Это может быть полезно, если вам нужен какой-то зараженный биом. Например, чтобы получать зараженные какие-нибудь предметы. Вот, пожалуй, все как бы на этом. То есть 6 видов пчел добавляется. Самый нужный, на мой взгляд, это Empowering, который наполняет аспектами узлы. Nexus также может быть полезен для того, чтобы делать узлы яркими. Все остальные уже там все зависит от того, какие цели вы преследуете. Если вы хотите голодку сделать чистым или заразить биом, вам помогут еще вот эти вот 4 вида пчел. На этом все. Если вам понравилось, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы новые видео не пропускать. Рекомендуйте видео друзьям. В комментариях пишите свои замечания, ставьте лайк и ждите следующих видео. Пока!